Новый Чернобыль. Журналист-расследователь из Германии Виталий Волков с помощью своих источников выяснил, в Бундестаг поступили документы, которые однозначно доказывают, киевские власти берут деньги у Евросоюза на ядерную безопасность. Но куда их тратят, неизвестно. А значит, украинские АЭС, которые практически выработали свой ресурс, это глобальная угроза для большей части Европы, когда на Украине в буквальном смысле может рвануть. Шокирующие подробности только у нас. Эксклюзив открытого эфира. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Вот пришла беда, откуда ждали в этот раз. Почему? Потому что мы не раз в эфире здесь разговаривали о состоянии украинских атомных электростанций. Вопрос важнейший, без преувеличения, потому что на кону судьба Украины, России, Европы, совокупно вообще в целом всего мира, если, не дай бог, что-то с атомными электростанциями Украины произойдет. А тревожные звоночки, они все чаще и чаще появляются, и о них уже начинают говорить не только журналисты в нашей стране, но и, например, журналисты в Чехии, Австрии и многих других европейских странах. Расследование Виталия Волкова и его инсайдеров. Я приглашаю авторов кресла главного героя под ваши аплодисменты. Давайте посмотрим. В конце 2020 года в распоряжении берлинского агентства «Центр исследований кризисных ситуаций» оказались документы, подтверждающие, что Европе самое время немедленно позаботиться о своей безопасности из-за украинских АЭС. Документы содержат информацию о грубых нарушениях ратифицированного Украиной европейского законодательства по ядерной безопасности, о недобросовестной конкуренции украинских экспортеров электроэнергии по отношению к европейским электрическим компаниям. Проще говоря, о том, как украинская сторона получает целевые деньги, фактически не тратит их на ядерную и экологическую безопасность. Сотрудник центра Евгений Борт рассказал нам об этом. Около 80% денег, выделяемых Европой, расходуются неправомерно, то есть, грубо говоря, воруются. И это было бы, в принципе, полбеды. По большому счету, чужие деньги можно не считать. Беда состоит в другом. Беда состоит в том, что поскольку эти деньги разворовываются еще на стадии переводов и всего остального, соответственно, не происходят ремонты электростанций. Соответственно, не происходит постоянный мониторинг состояния электростанций, которые находятся в достаточно катастрофическом состоянии. Именно в связи с этим Европу в ближайшее время ожидают, вероятнее всего, новый Чернобыль. А дальше произошло следующее. Агентство срочно разослало письма в Бундестаг всем парламентским фракциям. Провело несколько встреч с теми представителями немецкой власти, которых должна волновать безопасность Германии и ЕС. Им было предложено ознакомиться с эксклюзивными сведениями, полученными из Киева. Что в результате увидим. Вы говорите так, что в результате увидим, и вроде бы все остается у нас теперь за кадром. А я хочу, чтобы вы объяснили, что мы должны увидеть и что мы увидим. Потому что мы уже много раз все это обсуждали. Со стороны России звучали подобные заявления, Украина их не слышала. Теперь заявления, видимо, будут со стороны Германии. Будут ли они или нет? И как на них отреагируют? Я отвечу на ваш вопрос вполне конкретно, поскольку я только что вернулся оттуда и занимался в том числе этим вопросом. Вот это агентство берлинское передало не просто письма депутатам и ряду ответственных лиц, связанных с правительством Германии или непосредственно в правительстве Германии, но и перечень документов. Там около, у меня на руках где-то 24 документа, но в последнее время я знаю, что они еще прислали документы. Я только один документ, название, прочту, чтобы вы понимали, о каком уровне документации идет речь. Например, приказ Государственной инспекции ядерного регулирования Украины от 2017 года за номером таким-то об исключении из требований к оценке безопасности энергоблоков АЭС норм приказа того же ведомства от 2004 года. То есть фактически начали проводиться аварийные отключения атомных электростанций без соответствующей, это сложнейший технологический объект, без дальнейшего расследования, с чем это было связано и вызвано, и технического обеспечения этих отключений. Потом они просто текущий ремонт, и они подключались дальше. Подождите, еще раз. Так как решение, которое они отменяют, датировано 2004 годом. То есть накануне большая работа была проделана, чтобы обезопасить любые действия, связанные с работой АЭС, введены регламенты, и просто одним документом эти все регламенты без замены
какой-либо в 2017 году Не просто отменяется. так, а с обоснованием, что те регламенты, которые действовали в 2004 году в соответствии с европейскими нормами, их можно отменить в соответствии с законодательством Украины. Вот это только один момент. Все эти документы были переданы, и, к сожалению, на самом деле, если меня коротко спросите, в чем история, она заключается в одном слове – ни в чем. Ответ равен нулю. Агентство не получило ни одного ответа на свои запросы. Правда. Причем запросы были переданы и партии «Зеленых», которая вроде бы как раз выступает против атомных электростанций, и левым, и партия «Альтернатива для Германии», которая и правительство Германии критикует, в том числе и за политику на Украине. Казалось бы, почему нет ответа? И евродепутатам от «Зеленых» были переданы эти запросы. И в частной беседе, когда эти документы получил референт одного из высоких представителей партии «Альтернатива для Германии», было объяснено, что мы не можем этим заниматься, мы не будем этим заниматься, поскольку партия выступает в противовес «Зеленым» за атомные электростанции. А «Зеленые» выступают против, но они за То Украину. есть они никак не могут решить свои внутренние проблемы, и поэтому до безопасности глобальной им нет дела. Алексей, Примерно так. я, когда в этой ситуации разобрался, обратился к эксперту одного из ведущих берлинских, немецкому эксперту, одного из ведущих берлинских центров аналитических, который консультирует правительство. Этот центр занимается Восточной Европой, но она сама, эксперт, занимается другим регионом. Я попросил найти в центре специалистов по Украине, чтобы они разобрались в этих документах и дали рекомендацию моему коллеге, которого вы здесь видели, по крайней мере, по фотографии, кому из политиков он может обратиться. Несколько дней ушло на консультацию. Какой был ответ? Мне перезвонили и сказали, и объяснили, ни одна из партий, ни один из политиков Германии накануне выборов не возьмет эту тему, потому что риски большие. Каждая из противоположных партий может разыграть против. Выгоды никакой. Но вы можете обратиться в немецкие спецслужбы. Их эта тема интересует, но тогда вы забудете о публичности. Мой коллега долго раздумывал, отказался от этого предложения. Но зато, когда он отказался, он начал выяснять вопрос сам. Он выяснил, что в 2020 году немецкие спецслужбы делали доклад на эту тему. То есть немцам эта ситуация известна. По докладу должно было быть проведено расследование, но он по какой-то причине был положен под сукно. А отсюда у меня на блиц главный вопрос. Когда какой-нибудь фейк залетает о России, мы видим выступление вплоть до канцлера, да, немедленно освободить, без условий, это уже Байден, ему вторит весь западный мир. А когда абсолютный, утвержденный, подписанный с печатью документ о том, что Европе угрожает, если не смерть, то большая экологическая катастрофа, это как-то под ковром, все втихую, в коридорах. Юрий Борисович, я, может, что-то не понимаю, это как так-то? Вы знаете, я позволю себе перенести с германской почвы на грешную украинскую, как очевидец, сообщу буквально два факта. Во-первых, Украине от Советского Союза достались колоссально избыточные мощности по выработке электроэнергии. Огромные мощности, и Юрий она Борисович, могла... если позволите, я сразу добавлю, на всякий случай, для всех, для понимания. Просто говорили, что Украина была оккупирована Советским Союзом. Это где это на оккупированных территориях строили атомные Дай бог, чтобы электростанции? всех так Хотелось бы оккупировали. посмотреть. Продолжайте. Так, можно, да, продолжить? Вероломно построили. Я вам атомные хочу сказать, что украинские власти с самого начала стали смотреть на это просто как на предмет вульгарной распродажи, причем себе в карман. Вот такая маленькая иллюстрация. Каховская ГЭС на Днепре находится, да? Мощная электростанция. Рядом город, Новая Каховка. Он постоянно в темноте жил. То есть свет не давали даже этому городу, проспект центральный не был освещен, все гнали за границу. Теперь, что касается атомных станций их безопасности. Мой друг, одноклассник, закончил факультет АЯФ, Одесского политеха, атомной ядерной физики. Там готовили дозиметристов. Так вот, он даже, профессиональный дозиметрист, получил на Ровенской станции очень серьезную дозу облучения, еще в те лучшие годы. А потом этот факультет, единственный на Украине, вообще прикрыли. Дозиметристов перестали выпускать. Нет специалистов просто. Да, и я сильно сомневаюсь, что их эти бандеровцы стали готовить там усиленно. Понимаете? Но что знаете, происходит? над чем я думаю, Юрий Борисович, просто у нас скоро надо прерваться. Я думаю вот над чем. Когда вспоминаю, тут звучали же фразы, что может
произойти второй Чернобыль и так далее. И когда мы все вспоминаем Чернобыльскую катастрофу, тем более тут даже вот там зарубежные коллеги разные обращают внимание, сериалы снимают, хоть и много клюквы там, но тем не менее есть хотя бы какое-то пристальное внимание. 600 тысяч человек участвовали в ликвидации этой аварии. 115 тысяч расселили из зоны отчуждения. Я спрашиваю Украину, я спрашиваю Европу, я спрашиваю всех нас. Если вдруг что-то подобное произойдет, мы вообще что-то сможем сделать или нет? И у меня здесь, кажется, ответ-то все-таки... Да, Виталий Волков, его и ваши нет. аплодисменты. Спасибо.